Привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о мифах, а точнее говоря, заблуждениях в истории Украины. Сразу давайте скажу, что мы не будем разбирать уж совсем какой-то маргинальный бред, типа кто там какое море копал и что с этого все вышло. Потому что разный подобный бред, типа, например, Велесовых табличек, в которых рассказываются удивительно невероятные приключения древних славян до нашей эры. В общем, подобное есть везде и всюду, и совсем уж каких-то маргинальных теорий мы касаться не будем. Но мне кажется, что знание истории, оно очень-очень важно, потому что, на мой взгляд, любовь к своему краю, к своей стране начинается именно как раз-таки со знания ее истории. Итак, давайте разбираться. Начнем, пожалуй, с термина Украины. Что означает слово «Украина»? Распространенное мнение, что слово «Украина» — это слегка измененное слово «краина», «страна». Однако, хоть по звучанию есть схожесть, все же это считается заблуждением. Слово «Украина» известно еще с XII века, оно упоминается в киевской летописи Ипатьевского свода. Однако значение этого слова в XII веке и в ее современном понимании не имеет практически ничего общего. Согласно основной версии, распространенной в академической среде, название «Украина» происходит от древнерусского слова «Украина» – приграничная область, земля у края княжества. Такого мнения придерживался, например, Михаил Грушевский. Все его отлично знают, поскольку он изображен на 50-гривневой купюре. С XII по XVIII века в письменных источниках это слово употреблялось в значении «пограничные земли», без привязки к какому-либо определенному региону с четкими границами, в том числе далеко за пределами территории современной Украины, к примеру, Псковская Украина, Окская Украина и так далее. Аналогичное толкование можно увидеть и у поляков. После вхождения части земель Южной Руси к Речи Посполитой данные приграничные земли в XVI-XVII веках стали называться Украиной. Жители этой территории стали называться украинцами. Польский автор истории восстания Богдана Хмельницкого Самуил Гродский в 1660 году использовал термин «Украина» для обозначения окраинных приграничных земель Речи Посполитой. Как я и сказал в начале, вторая версия — это то, что слово «Украина» произошло от слова «край» или «краина», «страна». Однако данная версия считается в научной академической среде альтернативной и не имеющей документальных подтверждений. Теперь давайте поговорим о Киевской Руси. Ну что сказать. Ох и удивились бы рязанцы или какие-нибудь новгородцы, если бы их назвали киевскими русичами. Итак, откуда появился термин «Киевская Русь»? Наверное, многих это удивит. Но так уж вышло, что термин «Киевская Русь» появился только в XIX веке. Максимович Михаил Александрович, один из первых, использовал данный термин в своей работе «Откуда идет земля русская» в 1837 году в узкогеографическом смысле для обозначения Киевского княжества в одном ряду с такими словосочетаниями, как Черниговская Русь, Суздальская Русь, Новгородская Русь и другими. Оно не подразумевало центр государственности славянских народов, а подразумевает расцвет и развитие на той территории в тот временной отрезок. Киевская Русь имеется в виду Киевское княжество, одна из эпох становления государства российского. В те времена люди знали все эти территории под названием Русь. Что же касается государственности, то на раннем этапе Руси оно происходило постепенно. С этой точки зрения Киев можно назвать столицей Руси с 9 по 12 век в плане верховенства над князьями других русских земель, а также того, что Киевский престол был главной целью внутридинастических соперничествах Руси. Однако даже в этот исторический период термина «Киевская Русь» не существовало. Но и это еще не все. Все наверняка слышали о Рюрике. Именно с его именем связывают начало формирования государственности Руси. Но мы все-таки говорим касательно Украины, вот только при Рюрике Киев еще не был частью Руси, как, впрочем, и территория современной России возле Украины. Сам Рюрик, правитель северо-западной Руси, являлся новгородским князем. Условно, Киев был объявлен столицей в 882 году после его завоевания Олегом Вещим, родственником Рюрика. Согласно повести временных лет, в 882 году Олег, взяв с собой много воинов, взял такие города, как Смоленск и Любич, и посадил там своих ставленников. Далее по Днепру спустился к Киеву, где княжили дружинники Рюрика Аскольд и Дир. Хитростью выманив их из города, объявил им: «Вы не князья, не княжьего рода, а я княжьего рода», и, предъявив им сына Рюрика, малолетнего Игоря, убил их.
Кстати, на тот момент географически территория Руси выглядела следующим образом. Киев же стал частью Руси только спустя 20 лет. Ну что, идем дальше, поговорим о Владимире Великом. Все знают, что он был киевский князь, который крестил Русь. Однако есть некоторые нюансы. Владимир Святославович, он же Владимир Великий, был прежде всего князем новгородским, а потом уже киевским. Владимир же в результате междоусобной войны захватил сначала перешедший на сторону Киева Полоцк, а затем, осадив Киев и выгнал из него Ярополка, стал уже княжить в Киеве. Вообще говоря, князь Киевский в соцсетях часто делает акцент, что, мол, Киев уже был развитой цивилизацией, где князь Владимир крестил Русь, а на территории нынешней Москвы, мол, квакали лягушки. Все-то оно так, но вот есть некоторые нюансы, поэтому давайте дальше поговорим о Киеве. С XII века страна окончательно погрузилась в междоусобные феодальные войны, поэтому, начиная с этого времени, Киев фактически перестал быть центром и столицей Руси. В 1169 году Андрей Боголюбский отправил на штурм Киева объединенные войска Ростиславичей и Ольговичей, после чего Киев был подвергнут разграблению. В 1203 году Киев был снова захвачен и сожжен авручским князем Рюриком Ростиславичем и союзными Рюрика-черниговцами и половцами. То есть Киев как политический центр существовал лишь с 9 по 12 век. До конца 13 века Киев, как и вся Русь, находился под властью Золотой Орды. Сам же город считался владением Владимирских князей, хотя они сами там никогда не находились. Вообще, в результате монгольского нашествия Киев несколько раз был разграблен, и в результате он утратил как экономическое, так и политическое значение. В 1324 году киевский князь Станислав был разбит литовцами, которые штурмом захватили Киев и установили с киевским княжеством отношения на основе вассалитета. В 1470 году Казимир IV, видя в Киеве потенциальный центр консолидации русских земель, для недопущения этого окончательно упразднил Киевское удельное княжество, превратил его в обычную провинцию – Киевское воеводство. В целом же можно однозначно сказать, что Киев в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой был уже не столицей государства, а киевские правители имели статус вассалов. Проще говоря, это уже была глубокая провинция. Ну, давайте идти дальше по истории. Поговорим теперь уже о Богдане Хмельницком. Это важный этап истории Украины. После избрания Богдана Хмельницкого гетьманом войска Запорожского в 1648 году, несмотря на ряд его побед над Польшей и триумфального въезда в Киев, положение гетьманщины, это казацкая автономия, было весьма шатким. Государственность была условной. С точки зрения Польши, Хмельницкий был просто бунтовщик, хоть он и получил от польского короля королевскую грамоту на гетьманство. В целом Богдан Хмельницкий, понимая сложность ситуации, пытался договориться как с крымским ханом, так и с турецким султаном, так и с польским королем. Все же дальнейшие события привели лишь к новым битвам гетьманщины с татарами против поляков. На самой территории возникал голод и эпидемии. Все это дало Богдану Хмельницкому понять одну вещь, что гетьманщина не может бороться одними своими силами. Хмельницкий обратился к Москве и начал настойчиво просить русского царя о принятии его в подданство. 11 октября 1653 года был создан Земский собор, на котором вопрос о принятии Богдана Хмельницкого с его войском запорожским в московское подданство был решен в утвердительном смысле. 18 января 1654 года в Переславле была собрана Рада, на которой после речи Хмельницкого, указывающего на необходимость для Украины выбрать кого-нибудь из 4 государств, турецкого султана, хана крымского, короля польского или русского царя, и отдаться его подданство, народ единодушно закричал: «Валим по царя московского православного». Эти события, междоусобица, монголо-татарские завоевания в конечном итоге привели к хождению Киева в Речь Посполитую, а затем в результате мятежа и последующих событий добровольного присоединения к русскому царству. Итак, по факту, Киев был фактически столицей Руси и имел политический вес всего около 200 лет. Позже он стал одним из городов Руси, а затем
и совсем периферии провинции. Что же касается времен гетьманщины при Богдане Хмельницком, как таковое государство было по сути непризнанным. Заблуждение думать, что история идет прямым путем. Может быть, если бы не начавшаяся междоусобица, приведшая к ослаблению государства, история Киева и Юга Руси была бы другой. Но история не любит приставку «если». Итак, центр русских земель, которые не были подвластны Речи Посполитой, стал в совершенно другом месте. Давайте поговорим о месте, где квакали лягушки. Поговорим о Москве. Хотел бы добавить, что история штука порой очень извилистая, и воспринимать ее как прямую линию преемственности, мягко говоря, не совсем правильно. История может нравиться, а может не нравиться, но она такая, какая есть. Юрий Владимирович Долгорукий, князь Ростово-Суздальский и великий князь Киевский. Именно с его именем ассоциируется появление Москвы. В Тверской летописи указано, что в 1156 году Юрий Долгорукий построил деревянно-земляную крепость на юго-западной оконечности Боровицкого холма. Сейчас там расположена часть московского Кремля Боровицкая башня. Вообще точный возраст основания Москвы неизвестен, но по мнению ряда археологов возраст Москвы около 1000 лет. Так или иначе, расположение на реке с точки зрения торговых путей было очень удобным, поэтому появление укрепленного древнерусского поселения было вполне логичным. Начавшиеся междоусобные войны на Руси коснулись и Москвы. Осенью 1176 года Москва и окрестные села были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен. В 1238 году Москва была снова сожжена и разграблена монголо-татарским нашествием на Русь. По факту, с начала монголо-татарского ига северная часть Руси, так же как и южная часть, перестала быть независимым государством, а сами князья должны были получать в Орде разрешение на княжение, ярлык. С момента получения права на княжение московскими князьями, до этого таким правом обладали тверские князья, и правом сбора дани с русских земель для передачи Орде, Московское княжество постепенно начало укрепляться. Другим фактором послужила удаленность и таким образом хоть какая-то защищенность, что послужило консолидации людей из других земель в поисках защиты. В 1325 году в Москву из Владимира на Князьме перенес свою резиденцию митрополит Киевский и всея Руси Петр, после чего Москва стала одним из основных центров православия. В последующие годы Москва также страдала от набегов, разрушений, эпидемий, однако центр государственности сохранялся. В 1480 году монголо-татарское иго было полностью устранено, и север Руси обрел независимость. С этого момента русское царство с центром Московским княжеством начало усиливать свое влияние и развиваться. Ну и в конце этого видео, первой части о истории Украины, давайте сделаем небольшой вывод. Возможно, дело в везении, но скорее всего дело в географии. Ведь на южных землях Руси рядом находились Крымское ханство, Османская империя, Польша, в отличие от Московского княжества и Москвы, которые находились гораздо севернее и не имели таких проблем. И вот то, что Хмельницкому удалось создать автономную область Гетьманщину, говорит как о военном, так и политическом таланте этого человека. Но все же он понимал сложность ситуации, поэтому искал лучший вариант для своего народа. Ну а на этом у меня сейчас, пожалуй, все. Как говорится, продолжение следует.